Всем привет! Вы на канале Пончик и Пампушка. Сегодня будем готовить вот такие две большие горы пирожков с двумя начинками. Оставайтесь со мной, и я расскажу вам пошаговое приготовление таких вкусных, домашних, свежих, мягких пирожков. Начинки, как я уже сказала выше, будет у меня две. Это с капустой и картошка с укропом. Как тушу капусту, вы можете посмотреть у меня на канале. Рецепт есть очень вкусной тушеной капусты. Вот. Ну а картошка с укропом все очень просто. Почистили картошку, сварили, после добавили укроп. У меня мороженый укроп. По желанию, сколько хотите, ну как бы, сколько любите, сколько вам нравится. Вот. Просто перемешали толкушкой, и вот получилась вот такая вот. Не добавляю я сюда ни масла, ничего. Просто картошка и укропчик. Вот, все, начинки у нас уже готовы. Их пока отставим в сторону. Нам понадобится 500-600 грамм муки. Просеиваем ее в миску. Так. Солим. Примерно пол чайной ложки, можно немножечко больше. Сахар 2 столовые ложки. Сюда же крошим грамм 40 дрожжей. Два яйца. Немного постного, буквально 2 столовые ложки. И вливаем кефир. 200-250 грамм. Все продукты у меня комнатной температуры. Аккуратно замешиваем тесто. Вот замесили тесто. При замеске добавляла муки еще. Подсыпала. Тесто готово. Мягенькое тесто получилось, видите? Оно не должно липнуть к рукам. Все, тесто готово. Отправляем его в мисочку. Присыпаем мукой. В мисочку. Накрываем полотенечком. И оставляем так минут на 40-50. Пусть хорошо подойдет. Прошло 45 минут. Открываем наше полотенце. Тесто подошло. Хорошо поднялось. Достаем его. Берем немножечко муки. Достаем его с миски. И перемешиваем. Мягкое, воздушное получается тесточко у нас. Делим теперь тесто на две части. Вот так. Одну пока отложим в сторонку часть, вторую раскатываем в трубочку. Вот так вот руками. И вот так вот старайтесь одинаковыми, чтобы были одинаковые, делим на такие вот кружочки. Дальше все очень просто. Берем, разминаем вот так вот рукой. Можно взять скалку, скалкой раскатать. Ну, я вот так вот по-простому. Берем начинку. Накладываем побольше так начинки.
формируем пирожочки. Сразу как вареничек вот так, а потом вот так вот заминаем. Раскатали вот так на стол и вот так вот придавили. Откладываем. И так лепим все пирожки со всеми начинками. Налепила с картошкой. Включаю сковородку. Тесто подходит быстро. Наливаем в сковородку растительное масло и даем ему немножечко подогреться. Тесто подходит быстро, поэтому сейчас будем, как говорится, запускать конвейер. Будем и продолжать лепить следующие пирожки с капустой и начинать уже жарить первые. Все то же самое. Начинки я не жалею, ложу очень много. Это же домашние, они должны быть очень вкусные. Ничего нельзя экономить, особенно начинку в пирожках. Вот так вот лепим. Получаются такие красавцы. Я делаю большие пирожки, я манюнькие не делаю. Так, чтобы можно было, как говорится, одним пирожком наесться. И вот так. Так, следующее. Тесто вообще воздушное получилось. Я очень довольна тестом. Бывает, не всегда получается такое тесто, как хочется. Но это прям вообще приятно с таким тестом работать. Так. Такие пирожки можно давать в школу на перекусы, с собой на работу брать, на обеды. Или делать на выходные, чтобы было что перекусить на выходные. Всегда хочется что-то такого вкусненького. Здесь у меня сковородка. Уже нагрелось маслечко. Отправляем первые пирожочки. Сильно большой огонь не делайте, потому что, чтобы не горели и чтобы все прожарилось. Я не засекала, сколько времени они у меня жарились, но я жарю так, чтобы долго, чтобы прожарились, чтобы не были сырыми. Все, перевернули на вторую сторону. Ну и таким вот образом жарим все пирожки. Вот я пожарила все пирожочки. Получилось вот их столько у меня. Давайте посмотрим, какие получились внутри. Они мягкие, видите? Мягенькие, мягусенькие. Раскрываем. Видите, много начинки. Я бы сказала, даже очень много. Так, ну и с этой начинкой попробуем. Они хорошо прожарились, видите? Вот такие вот получились домашние пирожки с картошкой и с капустой. Если вам понравился рецепт, поставьте палец вверх. Поделитесь этим видео с друзьями. Мне будет очень приятно. А также те, кто не подписался, подпишитесь на мой канал. Оставайтесь со мной. Впереди еще много интересных, вкусных и полезных рецептов. Я буду делиться с вами тем, что сама кушает моя семья, своими секретиками. Все, всем приятного аппетита. Попробуйте, приготовьте. За 1,5 часа получилось вот такое вот количество огромное пирожков. Всем удачки, всем пока!